Если вы хоть раз пробовали настоящий Наполеон из домашнего хрустящего теста, то вы знаете, что это не просто торт. Это целое событие. Это торт, ради которого гости спрашивают рецепт, а семья просит приготовить еще на праздник. Я подготовила для вас курс, где вывела идеальные пропорции, собрала в нем все, что действительно работает. Как сделать объемные коржи с тончайшими хрустящими слоями, чтобы собрать высокий торт, который держит форму и остается хрустящим. И как приготовить крем, идеально подходящий для таких коржей. Восхитительный крем-пломбир. Сегодня я делюсь с вами рецептом этого крема, и это лишь малюсенькая часть курса по приготовлению Наполеона из шикарного слоеного домашнего теста вашего собственного приготовления. На сливочном масле, конечно. В курсе наглядно и детально показана вся технология приготовления пошагово, с моими объяснениями, которые вам уже знакомы. Так что с приготовлением справится любой, даже тот, кто никогда не работал со слоеным тестом и ничего подобного раньше не готовил. Ссылка на этот курс внизу, первой строкой под этим видео в описании. А мы с вами пока приготовим крем, который также идеально подходит для заварных пирожных и эклеров. Так что сохраняйте рецепт, чтобы потом не искать идеальные пропорции крема-пломбир. Погнали! Для приготовления заварной части крема для торта Наполеон я использую только желтки. Белки можно заморозить и при случае испечь, к примеру, меренговый рулет. 4 желтка смешиваем со 120 граммами сахара. Взбивать не нужно, также доводить до растворения сахара тоже не нужно. Вот смешалось и добавляем 50 мл молока. Смешали. И всыпаем 50 грамм кукурузного крахмала. Не картофельного, а именно кукурузного, это важно. Аккуратно, чтобы крахмал не летел по столу, вмешиваем его в смесь. Желтки и молоко холодные, и крахмал в холодной среде лучше растворяется, чем в теплой. Вернее, не растворяется, а распределяется, чтобы не получить комочков. Пока мы готовим эту смесь на желтках, в небольшой кастрюльке с толстым или двойным дном на среднем огне будем нагревать ванильное молоко. 400 грамм молока и стручок ванили. Если нет ванили, то можно использовать ванильный экстракт, в крайнем случае ванильный сахар, но это не сравнится с настоящей ванилью. И если есть возможность, обязательно хотя бы один раз попробуйте приготовить этот крем с настоящим стручком ванили. Ванильный стручок должен быть мягким. Вы можете вот так надавить, и он продавливается под пальцами. Это значит, что он свежий. Когда он сухой, он менее ароматный. Запах имеет довольно резкий, специфический, но это только потому, что он такой в концентрированном виде, а в изделии он просто божественный. Кончиком острого ножа разрезаем стручок, чтобы добыть вот эти самые ценные семена. Именно они обладают таким интенсивным ароматом, хотя и стручок сам после извлечения семян остается очень ароматным. Тыльной стороной ножа извлекаем семена и добавляем молоко. Вместе с семенами в молоко добавляем также стручок. Вообще лучше всего, если вы знаете, что завтра вы планируете готовить заварной крем, то настоять ванильное молоко нужно уже сегодня. То есть вы его прогреваете уже с ванилью, даете ему немного остыть и оставляете его в холодильнике на ночь или на сутки. А далее снова прогреваете, чтобы приготовить заварной крем. Так ваниль максимально отдает свой аромат. Ну и стручок, конечно, тоже. Молоко прогреваем, до кипения не доводим, просто чтобы оно было горячее. Если оно закипит, появится пленочка. Стручок достаем, семена остаются, конечно же, в молоке. И вливаем горячее ароматное молоко в миску, где мы приготовили желтки с сахаром, крахмалом и чуть молока. Выливая, помешиваем все, чтобы горячее молоко не ошпарило желтки. Затем полученную смесь выливаем обратно в кастрюлю и возвращаем на огонь, чтобы окончательно заварить заварную часть крема. Вот эти ценные ванильные семена снимаем со стенки кастрюли для того, чтобы вернуть их в крем, чтобы ничего не потерять.
Важно, чтобы кастрюля была не тонкая, или сама кастрюля толстая, или двойное дно должно быть. Ставим кастрюлю на маленький огонь или на огонь ниже среднего. И интенсивно помешивая, чтобы при заваривании смесь не начала прилипать к дну, доводим все до кипения. Сейчас очень ответственный момент, нужно как можно интенсивнее мешать крем, потому что в самом начале загустения крахмал начинает схватываться комочками. И чтобы они разошлись и крем стал гладким, нужно непрерывно продолжать мешать. Крахмал начинает завариваться раньше, но все-таки доводим крем до первых пузырьков для того, чтобы точно не было мучнистого вкуса. В общем, на заваривание уходит около 5 минут. Все, первый пузырек есть, выключаем. Продолжаем мешать еще в течение 1 минуты, потому что кастрюля горячая все-таки, и нам не нужен пригоревший ко дну крем. Получается однородный, гладкий, очень ароматный. И сейчас нам нужно его остудить. Я перекладываю его в плоскую тарелку и накрываю в контакт пищевой пленкой. Так он не заветрится. И в плоской тарелке остывать он будет быстрее. Если готовить полностью весь крем в этот же день, то одновременно с остыванием этого крема нужно выложить пачку масла 200 грамм на стол, чтобы крем остыл до комнатной температуры, а масло из холодильника нагрелось до комнатной температуры, так как при смешивании заварная часть и масло должны быть одинаковой комнатной температуры, около 20, 22, 24 градусов Цельсия. Перед приготовлением крема заварную часть нужно пробить миксером, чтобы вернуть ей гладкость. Если заварная часть будет холодной, то при соединении с маслом масло начнет быстро твердеть и возьмется крупинками, и крем не получится гладким. Это также может произойти, если в помещении довольно прохладно, например 18 градусов, тогда тоже масло недостаточно гладкое, недостаточно мягкое, и при соединении тоже может распределиться неравномерно. Сейчас я подскажу, что нужно делать в этом случае. А пока смотрите, какой гладкий, красивый заварной крем у нас получился. Будем его соединять с маслом, и для этого масло комнатной температуры нужно для начала хорошенько взбить. На это уйдет несколько минут, и при взбивании масло становится блестящим и белеет. Теперь порциями добавляем заварную часть, где-то в 3 приема, и получаем гладкий, очень вкусный заварной крем. Каждую порцию заварной части вмешиваем буквально полминуты до однородности. Так вот, вернусь к корректировке крема, который взялся комочками, который получился не гладкий. Если вы видите, что после полного соединения масло взялось отдельными такими крупинками, не расстраивайтесь, это легко исправить. На очень малой мощности в микроволновке можно чуточку, буквально 10 секунд прогреть крем. Ни в коем случае прям не нагревать, чтобы масло не начало таять. Просто такое легкое прикосновение тепла для того, чтобы крем размягчился, а именно масло. И вновь его пробиваем миксером, и тогда у вас получится гладкий, абсолютно однородный, блестящий крем. Если нет возможности использовать микроволновку, то тогда можно переместить крем в толстую миску, которую мы нагрели предварительно кипятком. Стенки миски отдадут тепло крему. Крем в такой миске нужно интенсивно перемешивать, чтобы тепло от стенок равномерно распределялось по крему и масло не начало таять. И буквально через минуту вы получите гладкий, очень хороший блестящий крем. Это примерно то, что у меня произошло. У меня на кухне 19 градусов, это довольно-таки прохладно для такого крема. И на предыдущем кадре он был такой густой, и если присмотреться, не слишком гладкий. Я его 10 секунд согрела на мощности 300 или 400, и посмотрите на него теперь. Вот это крем. Его еще называют кремом пломбир, потому что он действительно похож на подтаявшее мороженое пломбир. В составе иногда еще добавляют взбитые сливки, но для хрустящего Наполеона этот вариант не совсем подходит, так как сливки содержат много влаги, и хрустящие коржи моментально начинают пропитываться. Итак, мы получили примерно 775 грамм вкусного крема. Он довольно стабилен при комнатной температуре, хорошо режется в тортах и не течет, но и обладает всеми нами любимым домашним вкусом. Теперь вы знаете, какой крем лучше всего подходит для хрустящего Наполеона, как его приготовить и как спасать его в случае чего.
Ну а если вы хотите уметь готовить полностью такой роскошный торт, то приглашаю вас на свой курс. В описании вы найдете ссылку на него, практику которого вы сможете освоить за день или по желанию за 2 дня, если вам так удобней. И вы научитесь готовить шикарнейший хрустящий Наполеон, который вряд ли вы найдете даже в самых лучших кондитерских. Потому что, чтобы он был вкусным, он должен остаться хрустящим. И в курсе будет об этом подробно. К тому же тесто универсальное, и у вас в курсе будет бонусный урок-сюрприз. Так что сохраняйте этот видеорецепт, чтобы не потерять, можете добавить это в закладки. Я желаю вам приятного приготовления и вкуснейшей выпечки. С вами была Оксана Леви. Спасибо, что были со мной.